Приветствую, друзья! Помимо совсем уж свежих моделей, у компании Sivga есть и довольно успешные решения, вышедшие больше года назад, но, увы, не попавшие ко мне в руки. Сегодня попробуем исправить эту досадную оплошность, тем более, что они до сих пор прекрасно продаются. Я говорю о полноразмерных открытых наушниках Sivga SV007, которые на 50-мм динамических излучателях. О них сегодня и говорим. Собственно, поехали. Пришла модель в большой темной коробке с изображением самих героев обзора и списком их технических характеристик, где следует отметить открытую конструкцию задней крышки и 50-мм динамический излучатель с импедансом в 32 Ома при чувствительности 100 дБ. В комплект нам положили большой вместительный кейс, инструкцию, маленький мешочек, переходник для самолета и на 6,35 мм, а также два кабеля, гарнитурный и обычный AUX на 3,5 мм. То есть кабель подходит только к левой чашечке, и его очень просто заменить буквально в ближайшем супермаркете. Удивительно, но по сопротивлению гарнитурный оказался почти в 2 раза лучше. 0,5 Ома против целого Ома. Сами наушники на фоне других современных моделей выглядят просто фантастически. Приятно сидят, особо не давят, ухо полностью уходит в чашечку и там практически не потеет. С точки зрения использования это, друзья, 10 из 10. Внешняя часть выполнена из ценных пород дерева. В середине под черной, как смоль, сеткой скрывается отверстие, а амбушюры комфортные и не издают никаких лишних звуков. Оголовье здесь цельное, с мягкой подложкой из поролона, а регулировка происходит с тактильно приятными механическими щелчками. Вдобавок все подвижные элементы тут сделаны исключительно из металла, а значит хорошо так послужат. А чашечки способны поворачиваться на 180 градусов, причем как по горизонтали, так и по вертикали. Вход у них один, расположенный, как вы помните, на левой чашечке. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас очень быстрый, как в игровых решениях, импульс, искажение в пике достигающие 0,8%, что все еще в пределах нормы. Фаза ведет себя естественно, а затухание на 30 и 60 дБ составляют классические уже значения с небольшими возмущениями на самом низу диапазона. Возможно, тут дело в моем далеко не идеальном стенде для измерения полноразмерных наушников. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 5 дБ с довольно ровной серединкой и акцентами на 3, 4,5 и 8 кГц. То есть почти как по учебнику психоакустики. Верха, как видите, здесь полноценные, но их, видимо, для большего комфорта чуть-чуть отвели назад. Что сказать, прекрасный график, даже лучше, чем Sivga сделали для своих внутриканальных планаров. По подаче же это очень сочное, выразительное, я бы даже сказал, изысканное звучание с прекрасной передачей тембрального рисунка, блестящей мелодикой и максимально глубоким погружением в материал. Если бы это распространялось по всему частотному диапазону, это был бы просто хит на все времена, затмевающий собой остальные решения из данного сегмента. Но, как вы уже, наверное, догадались, здесь немного другой случай. Бас действительно быстрый, текстурный, с очень приличной глубиной и, так сказать, правильной компоновкой. Серединка берет энергию из нижней части диапазона и вполне неплохо реализует ее наверху, демонстрируя акустически корректный вес, хорошее разделение и ту самую тембральную теплоту. А вот непосредственно высокие частоты тут скорее ощущаются. На мой вкус им недостает воздуха, протяженности, да и вообще природной непосредственности.
Как результат, мы имеем довольно насыщенное, жирненькое и заметно так притемненное звучание. Словно музыка играет в какой-то очень небольшой комнате, ну или высокие нам сильно прибрали по амплитуде эквалайзером. Естественным такой звук назвать, конечно, сложно. Ему больше подходят такие эпитеты, как живой или предельно комфортный. Я с огромным удовольствием использую SV007 для просмотра фильмов, компьютерных игр и прослушивания музыки. Но работать со звуком в такой конфигурации почти невозможно. Поэтому это больше меломанская такая или игровая модель. Получить вау-эффект с ней просто элементарно. Да и все здесь на это заточено. Реально превосходное разрешение, четкий, практически прозрачный и ощутимый на слух бас. Бархатная такая структура звука и предельная эмоциональность. Если провести в данных наушниках больше получаса, то вы, уверен, не сможете оторваться. Да и сам звук покажется идеально сбалансированным и просто сверхточным. Хотя, если делать прямые сравнения с более дорогими моделями, здесь, так сказать, немного тесно и есть легкое такое ощущение кучности. Согласен, зато вокал звучит интимнее, с этим даже спорить не буду. Но нет ощущения пространства, да и музыканты на сцене кажутся как бы сбившимися в кучку. Конечно же, я придираюсь, звук здесь для своей цены просто волшебный. Но сказать, что это эталон, я тоже, увы, не могу. Вдобавок замечу, что открытая конструкция делает свое дело, и ощущение присутствия тут буквально зашкаливает. Более того, это реально живое звучание с благородным аналоговым окрасом, на фоне которого всякие студийные решения от Sony, Panasonic, Beyerdynamic, Hi-Fiman или Sennheiser, как говорится, отдыхают в сторонке. Но звук откровенно темный, и ничего с этим не поделаешь. Тут, правда, есть еще одно вполне очевидное следствие. Если вы фанат низких частот или всячески стараетесь избегать высокие, это однозначно ваш выбор. Ну и, как вы видели по графику, здесь все максимально ровненько. По стилистике я бы рекомендовал избегать лишь больших концертных или мультиинструментальных записей. Хотя и их, если по-честному, слушать вполне можно. Согласен, без масштаба и ощущения пространства, но звук имеет прекрасную прорисовку, отличные атаки затуханиями, разделение и превосходную мелодику. Для всего агрессивного и тяжелого тут все отлично с техничностью и динамикой. Для джаза и разного вокального идеально с погружением и эмоциональной частью, а для электронной музыки хватает и аналогового жирка, и скорости, и разрешения. То есть, за исключением профессиональной работы со звуком, данные наушники вполне могут считаться универсальными и полностью закрыть вопрос выбора для продвинутого меломана. Ну и какой-то особо мощный источник им тоже не нужен. Хотя дополнительная мощность здесь будет очень кстати, и по возможности ей не стоит пренебрегать. Итогом, открытые динамические наушники Сивга SV007 очень круто выглядят, шикарно сидят, уши в них практически не потеют, все подвижные элементы сделаны из металла, а с внешней стороны натуральное дерево. И что радует еще больше, звуковой почерк данных наушников полностью соответствует их оформлению. Благородный бархатный окрас, предельное разрешение, интимность, ощутимый такой бас, максимально возможный акцент на эмоциях и просто тотальное погружение в материал. Занырнул в звук, и назад из него уже совсем не хочется. Но, естественно, есть и ложка дегтя. Под ней я подразумеваю сбитый такой характер подачи и притемненную основу. Полноценного пространства здесь, к сожалению, нет. Поэтому и создается ощущение маленькой такой уютной студии или специально подготовленного небольшого зала. Отсюда и рекомендации по стилистике.
Вообще, звук тут идеально четкий, текстурный, тембрально богатый и максимально живой. Да, есть нюансы, но это именно нюансы. А так, акустически это гораздо лучше подавляющего большинства моделей от больших солидных производителей. Именно здесь проще всего поймать тот самый вау-эффект и получить прямо аж удовольствие от прослушивания музыки. Я однозначно одобряю, за свои деньги это очень крутая модель. А на этом у меня все. Это были наушники Sivga SV007. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Подписывайтесь на них. Всем, друзья, добра!